Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поделимся с вами самой актуальной информацией на 17 декабря 2021 года. Поговорим о народном празднике Варварин день, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, какие были особые запреты, также в чем помогает Варвара и как привлечь достаток, изобилие и благополучие в свою жизнь в этот день. Обязательно досмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации, а также мы уделим немножко внимания и лунному календарю на 17 декабря. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, народный календарь на 17 декабря. 17 декабря отмечается народный праздник Варварин день. В церковном календаре это день у нас с вами почтение памяти святой Варвары Илеопольской, которая жила в конце III – начале IV века. Другие названия праздника: Варвара, Варвара ночи урвала, Варварины морозы, Заваруха или Бабий праздник. Варвариным днем, который также еще называют Бабьим праздником, поскольку эта святая была защитницей беременных и матерей. А также начинается цикл зимних народных праздников, который включает в себя Савин день 18 декабря и Николин день 19 декабря. Свои именины празднуют 17 декабря Варвара, Юлия и Иван. И еще святая великомученица Варвара считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев, садоводов и путешественников. Перед ее иконой просят о женском счастье, об удачном и скором замужестве, о беременности, о защите от внезапной смерти без покаяния, об исцелении от болезней, а также о здоровье ребенка. У славян считалось, что со дня Варвары начинает расти и продолжительность светового дня. Знаете, говорили, что растет на куриный шаг. То есть люди говорили о том, что день становится длиннее. На самом деле, именно эта народная примета не совсем верна. Дело в том, что снег отражал свет, а потому светлое время суток немного продлевалось. По этой причине даже женщины старались побольше шить и прясть. Главным же обычаем этого праздника 17 декабря является повсеместный молебен матерей у лика Варвары с просьбой послать их детишкам здравия и оградить малышей от злых нападок. В этот день купцы, путешественники, военные, горняки, а также люди различных опасных профессий просили помощи у святой Варвары, чтобы она оградила их от внезапной смерти. К ним же обращаются и во время гроз с просьбой защитить от их ударов. И хозяйки в этот праздник начинали уже потихонечку подготовку к Новому году. Готовили разные сладости, пекли пряники и изготавливали леденцы. А вот мужчины занимались пивоварением. Женщины Варварин праздник не стирали, не белили, не месили глину, а вот рукодельничать можно было, но при условии, что они должны были прочитать следующую молитву. Варвара пришла, все под запрет взяла, только шить и вязать разрешила, когда я Слово Божье говорила, и после этих слов сказать трижды молитву «Отче наш». Также в этот день готовили вареники с творожной или с начинкой из мака, которыми потом угощали семью и всех гостей, которые случайно зашли в дом, так как в этот день не было не принято никого к себе звать.
Конечно же, были в этот день и особые запреты, которые соблюдали наши предки. А для того, чтобы не привлечь к себе проблемы и беды, нужно обязательно помнить и знать народные приметы, которые говорят нам о том, что нельзя было делать 17 декабря в Варварин день. Поэтому в этот день, 17 декабря, не рекомендуется заниматься прядением. Зато рекомендуется шить, вязать, вышивать, поскольку считается, что в готовое изделие вплетаются божественные частицы, которые помогут справиться со всеми бедами и невзгодами, а также поспособствуют исполнению задуманного. В вещах, изготовленных 17 декабря, можно было безбоязненно отправляться на важные мероприятия. Это могли быть и деловые ужины, доклады, романтические свидания. Также можно в этот день просить о повышении по службе или заработной плате, потому что все пройдет успешно. Верили, что Варварин день обладает большой магической силой и способен излечить от разных болезней, даже очень тяжелых. Только нужно понимать о том, что просить об этом нужно обязательно в церкви. Заходя в храм, нужно подать подаяние 3 просящим, а также угостить их пирожками. К тому же у святой Варвары можно попросить и скорой беременности. Женщина должна приготовить разные пряники, сладкие пирожки, а также купить конфет и раздать их деткам, а потом в храме помолиться святой. 17 декабря нельзя было рассказывать посторонним людям о своих проблемах в отношениях со свекровью, иначе они могут только усугубиться. В Варварин день надо было взять новое полотенце и пойти с ним в храм, чтобы попросить святую помочь избавить от конфликтов с матерью мужа. После этого нужно было такое полотенечко подарить свекрови. Считается, что только так она им утрется, так сразу же и по-другому станет относиться к невестке с добротой, отзывчивостью и лаской. Нельзя было 17 декабря готовить вареники с картошкой, с капустой, с грибами, иначе новогодние праздники пройдут скучно и даже грустно. В Варварин день надо наделать вареников с творогом, с маком, в один из которых положить просто муку. Кому он попадется, тому в начале следующего года ждут большие денежные расходы. У всех ожидаются остальных веселые праздничные дни. И в этот день, 17 декабря, было запрещено красить что-либо. Это может касаться и волос, стены, даже губы нельзя было красить. Считается, в противном случае можно изменить судьбу до неузнаваемости. Не факт, что в положительную сторону. Нельзя 17 декабря и слушать только голос своего разума. При принятии решений обязательно нужно прибегнуть и к силе интуиции. Если она разрешает рискнуть, обязательно дерзайте и пробуйте. 17 декабря не вступайте в конфликтные ситуации, потому что этот день считается не самым удачным для компромиссов. Все они окажутся сомнительными для вас. Не рекомендуется и 17 декабря говорить свое мнение относительно каких-либо принципиальных вопросов. Вообще, в целом, лучше провести 17 декабря молча, не вступая в беседы, чтобы потом не краснеть за свои слова. Ну, а чтобы привлечь в свой дом достаток, а в селах и в деревнях позаботиться о хорошем урожае летом и осенью, на Варвару 17 декабря варили кутю, узвар и подавали эти блюда на ужин. И при этом обязательно наши предки, когда подавали это на ужин, кутю, узвар, говорили следующие слова: «Чтобы хлеб родил и фрукты в изобилии были». Поэтому обязательно 17 декабря сварите кутю, узвар и обязательно привлеките в свой дом достаток и благополучие. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 17 декабря 2021 года.
Сегодня у нас 17 декабря ожидает 13 и 14 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Обращаем ваше внимание, что этот день таит в себе неоднозначность. И неудачен он в том, что все как будто возвращается на круги своя. И чтобы вырваться из замкнутого круга проблем, надо поработать над собой. Между тем, в нем есть и свои плюсы. Это день из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, а также накопления информации. Проблемы сегодня возможны лишь из-за ваших прошлых ошибок, которые теперь не дают вам со спокойной совестью двигаться вперед. Не нужно встречать эти проблемы в штыки, нужно радоваться, чтобы они обнажились наконец, и их можно было исправить. И этот день такую вот дает возможность всем людям, но, к сожалению, не все умеют этим пользоваться. Если вы чувствуете, что вашей интуиции и памяти не хватает, чтобы вспомнить определенные какие-то промахи, проблемы какие-то, недочеты, то нужно настроиться на космическую энергию. Она обязательно посылает в этот день знаки или просто откровения свыше. По ним и можно узнать о том, что именно нужно исправить. Это опять действие символа этого дня. А символом этого дня выступает колесо. Это не только движение, но это и центр сосредоточения силы и света. Сегодня словно раздвигается грань между реальностью и вот тем невидимым миром. Энергетика этого дня способствует раскрытию творческих начал в человеке. Именно в этот день создаются шедевры искусства. Если вы относитесь к разряду творческих людей, обязательно посвятите себя любимому делу. Напишите стихи, сочиняйте музыку и рисуйте картины. И в этот день Луна действует на людей в основном положительно, потому что она оказывает помощь в поисках друзей, позволяет получить положительную оценку окружающих, способствует принятию определенного места в коллективе и умению адекватно реагировать на все, что связано с духовным ростом, свободой, объединением людей, которые имеют общие взгляды на жизнь. Время, когда Луна в Близнецах, удобно для того, чтобы получать и обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки. И обычно в этот временной промежуток происходит рассредоточение внимания сразу на несколько дел одновременно. Возникает желание сразу взяться за все и всех. Опоздание, нарушение связи и графика движения транспорта, а также перебои в электроснабжении, увеличение числа краж – все это относится к влиянию Луны в Близнецах. С другой стороны, Луна в Близнецах способствует развитию контактов между людьми, делает их подвижными и свободными. Увеличиваются возможности в получении и передаче информации, обмене мыслями и идеями. Люди желают быть в курсе всех событий, которые происходят вокруг, хотят знать о жизни и занятиях других людей. Также повысить настроение можно дружескими посиделками или болтовней. Также обращаем ваше внимание, что сегодня активно обновляются жизненные энергии. Энергия, кровь, полезные вещества – все сегодня сбалансированно циркулирует в организме. Поэтому сегодня превосходный день для осознания и анализа прошлого, для получения новой информации, повышения уровня образования. Сегодня будьте среди людей. Благоприятен сегодня и коллективный труд и творчество. Может быть, даже получится раз и навсегда разобраться в истоках прошлых проблем. Распутать клубок прежних противоречий поможет, даже не удивляйтесь, простое распутывание клубка ниток. Что же касательно стрижки волос, то стрижка сегодня оздоровит выделительную и мочеполовую системы, а также поможет решить вопросы бизнеса. Сегодня ощущается особо тесная связь со всем прошлым. Отпустите, наконец, его и позвольте новому изменить вас и вашу жизнь. И что логично, поменяйте прическу сегодня, если вы хотите положительных изменений.
Если вы уже улучшаете свой имидж и, например, отращиваете длинные волосы, не забудьте сегодня немножко подровнять их. Такая незначительная процедура обогатит ваши волосы и благословит на быстрый рост. Как минимум попробуйте зачесывать волосы по-другому. Окраску волос сегодня лучше отложить. Укладки и прически сделайте сегодня только в домашней обстановке и только своими руками. В этот день космическая энергия передается по новым источникам, поэтому используйте свой богатый потенциал в нужном русле.